Здравствуйте, друзья! Сегодня я расскажу вам про выращивание нейронных связей, про естественный и искусственный интеллект, как он работает и как его проще вырастить. Для начала приготовим вишневое желе. Теперь давайте вспомним, что в природе ничего сложного нет, и определим, что мы хотим получить. Итак, первое. В искусственном интеллекте должны вырастать нейроны. Нейроны – это нити в массе наполнителя. Второе. Нейроны не должны становиться толще, иначе наш интеллект не сможет переобучаться. Например, у вас есть стальное ведро. Вы им ежедневно пользуетесь 1 год. Получается, что сигнал в вашей памяти проходит через стальное ведро 365 раз. Тогда, если толщина нейронов при этом будет увеличиваться, то при возникновении нового легкого пластикового ведра мы по-прежнему будем пользоваться стальным. И всю жизнь стальным будем пользоваться по привычке. Третье. Новые нейроны должны зависеть от частоты приходящего сигнала. Зачем это нужно? Очевидно, чтобы различать звуки и цвета. Как это сделать? Ответ нам дадут стоячие волны вне ньютоновской жидкости, то есть в густой жидкости. Да даже в воде, если падают звуки, то пойдут волны. Именно этот эффект и нужен только в толще жидкости, то есть она должна быть сжимаемой. Четвертое. При создании сетей нейронов на определенном участке нейроны растут медленно, потом быстрее, потом медленнее, и ускорение создания сети нейронов должно происходить за счет роста новой сети нейронов в наполнителе. Это требование вытекает из второго пункта. Нейроны должны иметь определенную толщину и находиться на определенном расстоянии друг от друга. Пятое. Существует рабочая и долговременная память. Если взять две сети нейронов, схожих, но по одной из них позже протекал ток, то последняя будет заряженной, активной, и рядом с ней пойдет больше тока, если вновь впадать напряжение. Ответ я рассказывал в видео «Как работает мозг. Главное знание». Итак, складываем параметры. Сквозь наполнитель должен проходить ток и оставлять после себя нити. Так проходит обычный электролиз. Наполнитель должен быть определенной густоты и электропроводности. Нити должны быть определенной прочности, электропроводности, а также нити раствор должны иметь определенную электроемкость. Переход к эксперименту. В эксперименте были использованы 3 электрода и вишневое желе. 2 электрода минус, 1 плюс. Включил 1 минус и 1 плюс. Замерил ток. Вначале, потом подождал, пока выстроятся нейронные связи, нити электролизные из железа, из ионов. При этом, конечно, вырабатывался кислород, водород, вот эта белая пена шла. После чего я замерил ток и включил второй минус. И померил, какой ток по первой цепи шел, то есть через первый минус он был больше. И когда я его переключил, сразу после этого от второго минуса отходил ток меньше. В рамках погрешности результат 100%. То есть эксперимент успешен. А при выстраивании нейронных связей или вот этих нитей электролизных, там, где проходила реакция, то есть там, где шел электролиз до этого в течение нескольких минут, там прошел ток больше при возникновении нового равноудаленного минуса. Это доказывает, что электролиз в желе имеет те же свойства, что и выстраивание нейронной сети в человеческой голове и в любой голове любого животного. То есть нужен белок, густая среда, может быть жировая среда, нужен электрический ток и нужен материал, из которого вырабатываются нити.